Под видео трэш-скетчбуке было так много комментов, и вы вдохновили меня снова начать его вести. Вы можете начать со мной. Может, нам движение замутить? Вот есть Инктобер, есть Мэр Мэй. У нас на кону сентябрь, может быть, это будет трэштябрь. Кстати, как разминка перед Инктобром. Хотя, в принципе, вести его можно в любое время, вне зависимости от месяца, вне зависимости от дня. Вы знаете, что почти никаких правил, и это удобно. Так, на чем я рисую? Да, это тот самый не раскрывающийся скетчбук. Он настолько не раскрывается, что мне пришлось использовать зажим. Таким образом, более-менее удобно рисовать. Рисую я как стилевой ручкой 0,5 от Малевич. Этот разворот в основном будет посвящен детям. Мне попались вот такие азиатские смешные девочки. И в целом я решила потом посвятить этот разворот детям. Но вы знаете, что вы можете рисовать все, что угодно. Все, за что зацепится ваш глаз в Пинтересте, что вам покажется интересным. Скоро я еду в поездку, и, если честно, не хотела брать скетчбук с собой, но теперь придется. Прогресс по нему я буду выставлять в своем телеграме вместе с самыми классными рефами, которые мне понравилось рисовать. Я думала, что я не буду заводить телегу, и, честно, всегда относилась с настороженностью к блогерам, которые все время просили перейти в телегу, но в телеге действительно легче делиться полезными мыслями и ссылками, и держать обратную связь. Например, я хочу делать больше разборов композит, работу, которую я увидела только что, и хочу поделиться очень быстрым разбором. Но чтобы выставить такое видео на YouTube, мне нужно собрать достаточно материала, отснять, смонтировать. Это очень такой долгий процесс. Поэтому телеграм-канал я все-таки сделала. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь, если вам интересно. В Телеграме я буду разбирать композиции в целом. Контент там будет, который я больше нигде не буду выставлять. Также я там буду делиться прогрессом по трэш-скетчбуку и вставлять самые классные рефы, которые мне понравилось рисовать. Также там будут, конечно же, анонсы на YouTube-видео, обзор материалов, больше повседневного рисования, возможно, какие-то рабочие моменты, возможно, немного личного контента. Самым большим плюсом в Телеграме я считаю быстроту, с которой я могу делиться мыслями про композицию, ссылками на что-то интересное, что я увидела, возможно, какими-то полезными материалами. Я написала в "Телеграме", что эта рыба меня просто покорила. Я сделала 2 разворота, и мне нужно было уже уходить. Но я не могла просто так оставить эту рыбу без внимания. Я ее нарисовала. Нарисовала следующий пин, который мне предложил Pinterest с рыбой в капюшоне, и ушла. Следующий кусок видео, он уже сделан в другой день. Это мне нравится в трэш-скетчбуке. Не обязательно заканчивать все сегодня. Можно начать какую-то часть сейчас и потом вернуться к этому развороту, когда у тебя совершенно уже другой день, другое настроение, и дополнить этот разворот уже совершенно другими идеями. Моя идея открыть скетчбук и рисовать все подряд неимоверно действенная, потому что вам не нужно следить за единым стилем. Вы можете рисовать на одном развороте и что-то стилизованное, и что-то реалистичное. В целом это хорошая тренировка руки и навыков, потому что я уже на четвертом развороте, и если сравнить первый разворот и четвертый, уже наиболее выразительные получаются у меня образы. Можно сказать, что я уже разрисовалась. Начинайте скетчбук со мной, делитесь своими работами в комментариях у меня в Телеграме, и я думаю, что я сниму еще несколько видео на эту тему.